Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для себя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 4 февраля, сегодня у нас с вами необычайно по энергетике достаточно сильный день. Сегодня день, когда открывается дорога новой жизни, при этом у каждого человека, вне зависимости, хотите вы этого или нет. Поэтому очень важно сегодня в этот день правильно сонастроиться с энергиями Вселенной и привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Кроме того, сегодня как вы день проведете, так вы и проведете ближайшие 15-20 лет, потому что энергетика этого дня, она закладывает основы. Кроме того, сегодня обязательно вы напишите эту цифру. Эту цифру можете написать там, где вы посчитаете нужным. Вы на интуитивном уровне должны почувствовать и сказать определенные слова. Именно эта цифра поможет вам материализовать деньги в вашей жизни, при этом в самое ближайшее время. Давайте с вами разбираться, что же нас сегодня с вами ждет и почему этот день имеет вот такое вот важное значение для каждого человека на этой планете Земля. Итак, друзья, сегодня 4 февраля, воскресенье. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами 24-е лунные сутки, и у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Стрелец. И вы знаете, сегодняшний день обещает нам быть особенным днем. И вот именно убывающая Луна, которая находится еще и в знаке зодиака Стрелец, вот именно это сочетание создает уникальные энергии для каждого из нас, которые будут влиять на различные аспекты жизни каждого человека. У нас с вами убывающая Луна, и это будет способствовать освобождению от всего лишнего. Избавляйтесь сегодня от ненужного и очищайте себя, свой организм, очищайте в то пространство, в котором вы находитесь. Также сегодня хорошо завершать проекты, освобождаться от старых привычек и избавляться от негативных энергий. Знак зодиака Стрелец, знак огня, придает этому дню энергию и оптимизм. Поэтому сегодняшний день вы будете ощущать, когда будет прилив энтузиазма, и человек будет сегодня стремиться к новым горизонтам, каким-то к новым исследованиям, и это очень хорошо. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы избавлялись от любых негативных энергий, при этом как внутренних, так и внешних. И процессы очищения и освобождения в этот день будут особенно эффективны. Кроме того, очень важно, чтобы вы завершали любые текущие дела и проекты. Дело в том, что сегодня вы должны завершить все свое старое, вне зависимости, с чем это будет связано, и подготовьтесь к новому. Но это не значит, что нужно вы все, как вы посчитаете, завершили, и нужно присесть и ждать в сторонке. Нет, ни в коем случае. Прописывайте проекты, думайте, что вы хотите, чем вы хотите заниматься. Сегодня очень важно, чтобы вы заложили основу именно на энергетическом плане. Вот подумайте о том, что вам действительно в жизни надо на ближайший год, 5 лет, 15 лет, 20 лет. Вы скажете, о, вы так долго загадываете, да тут непонятно. Вы должны понимать, что вы человек, вы архитектор, вы творец своей судьбы и своей жизни. И вы можете заложить основу на любой период времени своей жизни. И если как только вы даете команду Вселенной, высшим силам, ангелу-хранителю, это начинает проявляться в вашей жизни. Да, нужно работать, да, нужно двигаться, да, нужно поднимать пятую точку и двигаться к своей цели. Но благодаря тем знаниям, которые вы получаете, это быстрее вы сможете осуществить и сделать. Кроме того, знак зодиака Стрелец придает этому дню, знаете, вот такой оптимистический настрой. И именно Стрелец заставляет многих людей искать возможности, искать все то, что поможет им реализовать в жизни. Поэтому, если вас сегодня приглашают на встречу, на свидание, приглашают какой-то новый интересный проект или дают вам какую-то просто идею, или, возможно, вы слушаете музыку и между строчек слышите какие-то определенные для себя слова, вы должны понимать, что это для вас неспроста. Это высшие силы пытаются вам показать, объяснить, рассказать, что вам нужно сделать. И у вас обязательно все получится. Обращаем ваше внимание, что мы с вами с сегодняшнего дня вступаем в достаточно интересный период. И многие люди, если вот вы будете сидеть
будете пессимистом, будете завидовать, злиться, что у вас так жизнь не удалась, что у вас что-то не получалось и так далее, то вот то, что вы сегодня заложили, вот то и вы будете тянуть в своей жизни. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Даже если у вас сейчас какая-то патовая ситуация в жизни, у каждого это свое, потому что вот сейчас этот год, это год кармы, когда все проявляется в жизни человека и вокруг него. Появляются люди, которые пытаются вас чему-то научить, то есть показать, что вы не должны быть, например, такими, или вам такие люди не нужны в вашем окружении, и вы действительно можете творить. Очень многие люди боятся сделать шаг, не спросив у кого-то или не получив одобрения. Забывайте об этом. Это уходит уже вот это в прошлое. Решили сегодня купить себе новое платье, сделайте это. Решили сегодня открыть свое маленькое дело, сделайте это. Не надо никого спрашивать. Да, при этом, когда вы начнете это делать, на вашем пути будут возникать определенные препятствия, потому что в вашей голове была идеальная картинка вашего мира, но когда мы с вами начинаем это реализовывать в материальном мире, мы что видим? Мы видим определенные моменты, негативные моменты. И вот здесь ваша задача ни в коем случае не обращать на это внимания. И нужно понимать, что вы от этого только будете сильнее. Это нужно понимать. Также обращаем ваше внимание вместе с положительными аспектами этого дня. Сегодня, ввиду того, что энергия убывающей Луны, и могут происходить какие-то эмоциональные изменения. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы были внимательны к своим эмоциям и избегали конфликтов. Кроме того, сегодня у некоторых людей может появляться такая, знаете, ностальгия к прошлому, и, соответственно, это может проявляться в слезах, в соплях, в каких-то, знаете, нереализованных мечтах и так далее. То, что в прошлом, оставляйте в прошлом, потому что этот груз вы тянете, он это пустышка, но это вам не дает вам дальше двигаться. Что же касательно лунного календаря здоровья, то вы знаете о том, что знак зодиака у нас Стрелец, который принадлежит к элементу огня, и он дает нам активность, оптимизм и стремление к чему-то новому. Ну а в контексте здоровья это может стимулировать желание заниматься физической активностью и пробовать новые методы заботы о себе. И это очень важно. Поэтому подумайте о том, чтобы сегодня заняться процессом очищения, потому что именно сегодняшний день достаточно благоприятен для детоксикации организма. Кроме того, подумайте о своем пищевом рационе, возможно, откажитесь от вредных привычек и подумайте о том, как вы можете вывести токсины. Помните о том, что резкого этого делать не стоит, нужно все по чуть-чуть, потихоньку, потому что в вашем организме, например, накапливалось это годами, а вы решили 4 февраля кардинально поменять свое питание и так далее. Вы должны понимать, что ваш организм – это целая система, которая имеет определенные моменты. Поэтому все мы с вами делаем постепенно, по чуть-чуть. Кроме того, энергия знака зодиака Стрелец стимулирует активность и подвижность. Поэтому сегодня день прекрасен для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе и поддержки физической активности. Кроме того, старайтесь сегодня освобождаться от эмоционального негативного багажа. Поэтому старайтесь поменьше общаться с людьми, которые несут негатив в вашу жизнь. Общайтесь сегодня с природой. Это поможет вам. Поэтому, подводя итог, хочется сказать, что сегодня у многих людей будет ожидаться подъем энергии, желание будет заботиться о своем здоровье. Поэтому, если у вас появляются сегодня какие-то же такие вот вопросы, моменты, то начинайте заниматься. Это очень важно. Главное, не перегибайте палку, не стремитесь за один день сделать невозможное, потому что нужно слушать свое тело, и если нужно, давать ему отдых и постепенно по-другому жить в другом режиме. Но стресс для организма это нельзя делать. Что же касательно денег по лунному календарю, то лучше всего в этот день завершать финансовые проекты. Если у вас были какие-то открытые сделки, подумайте о том, как вы их можете закрыть. И если у вас есть свободные деньги, подумайте о том, как вы их можете вложить. Но вкладывать деньги сегодня не стоит. Кроме того, подумайте об оптимизации своего бюджета. Подумайте именно о деталях и стремлениях,
к эффективности, которые помогут не только привести к сбережениям, но и приумножить ваши деньги. Также сегодня хорошо заниматься и поиском новых источников дохода. Дело в том, что именно знак зодиака Стрелец может подтолкнуть вас к предпринимательской деятельности или к поиску новых источников дохода. Поэтому не бойтесь этого состояния, если это у вас проявляется. Потому что именно знак зодиака Стрелец и сегодняшний день в энергетике, они очень людей подталкивают к тому, чтобы они меняли свою жизнь. Поэтому не сидите сложа руки. Кроме того, сегодня очень внимательным нужно по отношению к деньгам. Всегда оценивайте риски, избегайте срочных каких-то финансовых сегодня вложений. И, конечно же, если не знаете, как поступить, лучше переждите. Что же касательно карты Таро на этот день, 4 февраля, то этот день, согласно карте Таро, этот день будет днем полным интриг и судьбоносных событий. И вы знаете, карта сегодня выпала колесо фортуны, которая является, наверное, одной из наиболее загадочных и волнующих карт в колоде Таро, потому что именно она символизирует движение времени и постоянную перемену. И вот недаром она, вы знаете, мы с вами проговариваем, да, сегодняшний день по лунному календарю. И вот карта Таро тоже нам подсказывает и дает нам направление, потому что именно сегодня приходят изменения, при этом приходят положительные изменения. Нам Вселенная дает вызов, и мы ни в коем случае не должны расслабляться и думать, ну все, я достигнул и так далее. Кроме того, для некоторых людей этот день будет таким, вы знаете, долгожданным поворотом к лучшим изменениям в жизни. У кого-то какие-то будут внезапно развиваться события, которые способны будут перевернуть жизнь с ног на голову. Для других это может быть вызовом, который будет требовать адаптации и принятия перемен. Однако, независимо от того, какие изменения вам предстоят, колесо фортуны напоминает вам о важности гибкости и принятия перемен. Поэтому будьте сегодня готовы к переменам, открывайтесь новому и доверьтесь судьбе. Даже если вам и это сложно или вас что-то смущает. Помните о том, что всему свое время. Теперь давайте посмотрим, какой же дает совет на 4 февраля Архангел Михаил. И вы знаете, сегодня совет звучит так, что Архангел Михаил направляет нас в этот день к двум ключевым качествам, которых мы должны развивать. Первое – это смелость, и второе – справедливость. Поэтому сегодня тот день, когда необходимо принимать решительные шаги в направлении своих целей, и очень важно при этом оставаться уверенным в своих собственных силах. Не бойтесь стоять за то, что вы верите, и бороться за справедливость вокруг нас. Кроме того, Архангел Михаил нам говорит о том, что смелость начинается внутри нас. Поэтому очень важно, что вы слушали свой внутренний голос и доверяли своей интуиции. Кроме того, сейчас этот день будет время для самоанализа и осмысленных решений. Архангел Михаил стоит рядом с нами и поддерживает вас на этом пути. Кроме того, Архангел Михаил нам напоминает о важности борьбы с тьмой вокруг нас. Это может быть ваш внутренний страх, это могут быть сомнения. Поэтому очень важно, чтобы вы были решительными и не позволяли тьме затмить свет вашей собственной истины. Поэтому этот день очень важен, чтобы вы развивали и имели смелость, справедливость, чтобы вы думали о том, как вам далее развиваться. Очень важно, чтобы вы доверяли своей мудрости или мудрости тех людей, которые есть в вашем окружении, потому что именно этот свет, он будет направлять вас на протяжении этого дня. Поэтому доверяйте себе, доверяйте своей интуиции, и в вашей жизни действительно произойдут кардинальные изменения. Ввиду того, что сегодня вот такой вот очень важный день для многих людей, мы рекомендуем всем провести одну уникальную практику, которая поможет вам в жизни, потому что из космоса идет достаточно сильная энергетика, и здесь очень важно, чтобы вы с ней настроились. Поэтому
Сегодня эту практику проводите в любое время. Главное условие, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы не злились, не завидовали, не были пассивны, не расстроены. Итак, берем ручку, можете взять фломастер, цвет не имеет значения, и рисуем девятку. Девочки и мальчики, рисуем девятку, где вы посчитаете нужным. Если считаете это в кошельке, открываем кошелек и рисуем циферку 9. Она должна быть маленькая, незаметна. Если вы сегодня думаете о каких-то бизнес-проектах, о каких-то делах, нарисуйте, тогда на этом блокнотике или тетрадочке. Если вы хотите, подходите к своей входной двери, вы хотите нарисовать в верхнем правом углу, значит рисуйте. Итак, рисуем девятку и говорим следующее. Девятка денежная открывает дорогу достатку. Истина да будет так. Еще раз, девочки и мальчики. Девятка денежная открывает дорогу достатку. Истина да будет так. Пропишите прямо сейчас в комментариях к этому видео эти слова. Это неспроста эти слова. Давайте вместе с вами сонастроимся с энергиями Вселенной. И через такие слова это нам поможет. И Вселенная обязательно приумножит все в нашей жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день 4 февраля. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно в комментариях напишите: девятка денежная открывает дорогу достатку. Истина да будет так. Кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, отправить донат, друзья, есть ссылка в описании. Прямо-таки написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Любая сумма, которую вы считаете нужным, девочки и мальчики, нам будет очень-очень приятно. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на те видео, которые вам на интуитивном уровне понравились больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.